Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре мой любимый строймат. Как кусочками, так и брусочками. Есть вот такой мега брусочек и есть поменьше брусочки. Погрызем от всех. Также у меня здесь паста. Это узбечка голубая, такая красавица, вот такая вот узбечка голубая. Так, и стоит приготовленная водичка, и сейчас мы будем опускать кусочек. Давайте вот такой кусочек. Нет, я вижу красивый кусочек. Вот такой кусочек сейчас мы замочим. О, как запел. У меня новый микрофон. Надеюсь, вы оцените, так сказать, звук. Ну что, давайте приступим. Итак, строймат. Значит, он от белоснежного цвета до желтоватого, с такими железистыми вкраплениями. Зачищенный, он очень гладкий, очень маркий. Вот. Сейчас я вам покажу. Я специально взяла незачищенные кусочки. Вот видите, беленький кусочек, этот желтенький. То есть все зависит от пласта и от кусочка, который вам попадется. Вот видите? Так что сейчас будем грызть. Так, хочется мне откусить вот от такого красивого куска. От большого толстого куска откусить его сложновато. О, вот такой удобный. От больших кусков, конечно, откусывается он тяжеловато, но так вот для меня это средней жесткости мелочек. Сейчас я похрущу, погрызу, а потом я вам его опишу. Угу. Откусила.
заметила, что белые кусочки, они по суше будут вот таких желтоватых. Видите разницу? Вот такие вот желтенькие, они пожирнее. Угу. Как интересно получается, беленькие по суше, желтенькие пожирнее. Значит, беленькие кусочки, они суше, чем желтенькие. Желтенькие, они пожирнее будут. Давайте про белые сначала расскажу. Это полусухой сорт. Откусывается хорошо от небольших кусков. От большого вот такого куска уже сложновато. Ну, по крайней мере, мне откусывать. Я вообще не привыкла, когда... Учусь, вернее, откусывать по многу и жевать. Для меня это пока сложновато. По структуре хрустит, а затем быстро растворяется в такую тугую кашицу. Крупинка мягкая, крупинка при разжевывании растворяется, она становится очень-очень мягкой. Вкус офигенный. По крайней мере, я у него чувствую вкус. Пыльный, строительный. Сухая побелочка. И в нем есть еще привкус очень интересный. У этого сорта есть такая нотка вкусовая, которая ворачивает меня в школьные годы. Сейчас объясню. Кого вызывали к доске? Я уверена, вас всех вызывали к доске. И вот когда много-много мелом написано на доске, и у нас была мокрая тряпка, мокрая мягкая тряпочка, и вот когда мы вытирали этот мел с доски, стоял запах такой, вот как вам объяснить, мокрого мела вперемешку с пылью. В общем, когда ассоциация у меня такая с этим сортом, вот у белых кусочков ярко присутствует вот этот вкус доски, исписанной мелом, которую вытираешь мокрой тряпкой. Вот так, надеюсь, всем понятно. Вот этот запах стоял. Я думаю, что же оно мне напоминает? Вот такой вот есть привкус у этого сорта. Значит, что касаемо желтых кусочков, они жирнее, прям кашица жирнее. Он слегка сластит, сладковатый. По вкусу то же самое, только отличается, что белые кусочки чуть по суше, а желтые кусочки чуть пожирнее. И давайте сравним теперь с пиленым. Вот такая вот у меня большая палочка есть. Сейчас мы от нее откусим, если получится. Интересненько.
пиленном виде это прям сухой-сухой сорт. Нету такой жирности, как вот в желтеньких. Прям конкретно сухой сорт. Он даже по структуре отличается, он прям вот конкретно сухой сорт. Сухо жуется, но крупинка мягко так и остается до конца. Но вот этого привкуса, который есть в кусковом, как я вам объяснила, мокрой доски после мела, у него нет. Чисто пыльный, строительный, известковый вкус. Итак, сначала мы его попробуем с пастой, а потом будем пробовать в мокром виде. Голубая узбечка. Такой удобный кусочек. Давайте пробовать нашу конфетку. Но он будет поплотнее Севрюкова, Петропавловки, Белой горы. Он будет поплотнее. Но пасту он в себя впитывает очень быстро. Моментально. Встает мягче. Этот сорт однозначно классный с пастами. Не дает залипать сильно. И вкус не перебивает вкус пасты. Сочетание обалденное. Там не растворились кусочки. Мы их достанем. Хочу достать, который кусочек не растворился, потому что я узбечку в таком вот не до конца растворенном виде обожаю. Она как мягкая рисочка. Узбечка подзалипла. Сейчас снимем залипание и будем пробовать в мокром виде. Больше, конечно, он относится к сухим сортам, но с хорошей плотностью.
После жирной узбечки просто классно. Обожаю его структуру и обожаю его вкус. Вот намок он, видите, каким цветом стал? Серенький. Но забегая вперед, я вам скажу так: строймат в мокром виде я обожаю. В мокром виде он становится мягонький, очень мягкая крупиночка, и вкус появляется у него подвальной сырости. Такой прям только что побеленной стены. Вот этот, когда в подъезде полы моют, запах сырости стоит. Вот с таким вкусом обалденный. Обожаю строймат в мокром виде. В общем, я нагрызлась. Всем, кто любит сухие сорта, но не пробовал строймат, попробуйте. Вам понравится. Структура классная. Кто любит мягкую крупинку, вам тоже зайдет. Кто любит, так сказать, разную структуру. Но тут все зависит, как говорится, от кусочка. Белые кусочки сухие. Вот такие, конечно, они чуть-чуть жирноватые. Прям чуть-чуть пожирнее будут. Пиленый строймат — это прям классика. Классический сухой сорт. Не знаю, куда он выветривается. Вот это вот послевкусие классной мокрой доски школьной. Так что как-то так. В мокром виде, да, с пастой обалденно. В общем, это мой любимый сорт. И он частенько будет мелькать у меня в видео именно в мокром виде. Обожаю строймат в мокром виде. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.